Теодор, я и совет города пришли тебя поздравить с завершением карьеры. Ты, как и твои родители, продолжил помогать нашему городу и улучшать жизнь наших жителей. Благодаря закрытию карьеры в наш город теперь могут приезжать жители из других городов, и им не нужно будет проходить сложный отбор. Мы стали более открытыми и доступными для тех, кто хочет нам помочь в спасении и развитии нашего города. И пока вот офицер поздравляет Тео, еще скажу, что карьера Оракула разрешает нам теперь пользоваться кодом BBMoveObject, а все остальные опции, которые еще есть в этой карьере, они закрыты другими карьерами. Поэтому вот у нас только 2 пункта, которые нам открыл Тео, и с чем его сейчас поздравляет офицер. Я тебя от всего города благодарю еще раз. Я рад, что я продолжаю дело своих родителей. Обращайся, если нужно. Договорились. Друзья, всем привет! Вы не поверите, у нас сегодня готовит Тео, потому что Хиана что? Ее нет дома. Хиана у нас теперь работает культуристом, и она на работе у нас с 9 до 5. На выходных, естественно, я всем завершила рабочие задания, но вот Айден с Джеем у меня уже успели расстроиться. А зато Тео у нас теперь дома один. Он после ночной смены, и вот он уже приготовил рыбку, потому что у меня все голодные, дома еды нет, лука у нас тоже дома нет. Поэтому сейчас вот Тео приготовил покушать и отправиться спать, а я буду кормить детишек. И у нас уже из школы вернулись малыши. Рэй тут познакомился с какой-то девчонкой. Он все с новыми и новыми девочками знакомится. Нам бы нужно, конечно, Алекса с кем-то знакомить, а у нас тут активист Рэй. И давайте пообщаемся с новой девочкой Джульеттой. Давидик у нас прокачивает все еще интеллект. Он у него только на 7 уровне, поэтому ему нужно еще будет потрудиться немножечко. И наш красавчик-наследник тоже занимается. Он у меня на йоге. У него сейчас уже будет 5 уровень. Причем, вы знаете, я не всегда его заставляю. Он иногда сам идет на коврик. Поэтому я горжусь им. И сейчас уже должны вернуться мои 2 из ларца. Вот они вернулись. И вы знаете, я уже даже боюсь смотреть, что у них там происходит по карьере. Давайте начнем с Джейдена. Он у меня уходил с 2,3, а сейчас, я даже не знаю, 2,4, да, наверное. А Айден как раз уходила с 2,4, а сейчас, 2,5. А как это? А я что-то не понимаю. А как у меня он может идти в комнату, где у меня музыкальные инструменты, если она у меня всегда была закрыта, и я ее не открывала? Зашел. Он зашел сюда. Так, выходи давай. Вы знаете, у меня что-то какое-то такое ощущение, что вот в игре как-то ломаются вот эти вот закрытие дверей. Все время они были закрыты всю игру, а тут вдруг открылись. Так, и сразу не забываем, перекладываем ракушку, которую вот нашла у нас Моника. И Моника еще, кроме ракушки, нашла себе друга. Они тут болтают про животных, про школу. А у нас Хиана вернулась. Ого! А почему
А почему ты пришла к другому дому? Хиана, ты все? Ты сходила на работу и поняла, что жизнь прожита зря, ты больше к нам не вернешься. Ой, она в таком красивом костюме, я тогда ее отправлю на пробежку. Так не работает, да? Ну ладно. А это что было? Ее повысили? Да, да, ее повысили. И она теперь обслуживает персонал в раздевалке. Хиана, ты молодец, я тебя поздравляю. И посмотрите, что у нас выпало. Ля-ля-ля-ля-ля. Алексу нравится ЗОЖ. Ему уже выпадало, что ему нравится фитнес, а теперь еще ему нравится ЗОЖ. Мы отказываемся от этого, конечно же, но это хорошее уведомление, потому что теперь у него ЗОЖ не попадет в нелюбимые. И у меня тут детский сад собрался. Давидик, давай, иди тоже сюда, познакомься с ребятами. Что ты там один сидишь? Фиг с этой логикой. Успеешь еще прокачать. А то тут все общаются, знакомятся. Присоединяйся, поиграешь с кем-нибудь. Здесь поинтереснее будет тебе, наверное. И давайте еще посмотрим карьеру Хианы. Сейчас только вот подождем, когда у нас тряска закончится. Ей нужно прокачивать фитнес и обаяние. Но сначала она пойдет спать, потому что ей очень нужно поспать. И вы знаете, что сейчас случилось? Вот посмотрите сюда. Вот этот вот ребенок, он болтал с Моникой и в какой-то момент, получается, повзрослел, потому что я даже не поняла, кто это у нас тут по дому ходит. А потом смотрю имя Джованни, а этот как раз тот парень, который с Моникой общался, но он прямо у нас на участке стал подростком. И мне нравится он, мне нравится такой стиль. Симпатичный парень. Я чувствую, у Моники скоро появится жених. У Моники появится жених. И теперь, когда у меня все пристроены, кто-то ходит в школу, кто-то на работу, дни пролетают очень быстро. Они вот приходят с работы, я их успеваю только, знаете, помыть, положить спать, попрокачивать навыки. И вот у меня уже последние двое домываются и тоже идут спать. Так, не идут. А кого мне разбудить? Кого разбудить? Так, Джейден, давай ты, помогай. И в завершении сегодняшнего дня давайте посмотрим календарь. Мы его сегодня еще не смотрели. У нас сегодня с понедельника на вторник будет взрослеть Моника. И уже у нас уже два ребенка не будут ходить в школу. И с субботы на воскресенье повзрослеет Рэй. Рэй уже станет подростком. И на этой неделе у нас больше нет дней рождений, поэтому будет поспокойней нам. На этом давайте завершаем понедельник. И вторник мы начинаем с того, что теперь рыбку готовит Джей. Хиана вот у нас только проснулась, а ей там для работы нужно много действий поделать, еще и помыться. Поэтому я вот не знаю, кто теперь будет заботиться о моих мужчинах. И еще хотела сказать, что я на выходных начала Джейдену потихонечку качать фитнес. Потому что, знаете, я все-таки думаю, что есть риск того, что Джей не закроет карьеру. Поэтому я себе как вариант рассматриваю то, что мы с ним прокачаем ЗОЖ и фитнес, и он сможет работать на пенсии. Хотя бы, надеюсь. И вот здесь сцена, которая очень непривычна для нашего семейства. Но Хиана дожила до того момента, когда для нее готовят еду. И теперь у нас в комнате с бассейном новые лица. Теперь сюда часто будет приходить Хиана, потому что ей нужно прокачивать обаяние. А давай, может быть, ты тогда с Алексом как раз сейчас и попрактикуешься, да? Давай.
И у меня еще такой нюанс новый, да, новые вводные, что Айдану теперь для работы нужно писать статьи в качестве ежедневных заданий. А чтобы писать статьи, ему нужно пообщаться с 4 персонажами. Я вот в воскресенье смогла это сделать, но Айдану потребовалось, ну не полдня, конечно, но он в хорошем настроении, пока он поговорил, пока он их написал, он уже там устал. И, ну, то есть времени потребовалось прилично. А вот будет ли он успевать это после работы, когда он приходит недовольный, еще и со ступором, я вот сомневаюсь. И вот Айдену уже пора на работу, поэтому он освобождает шезлонг. Так, Алекс не идет, и Рэй у нас не идет в школу. А Рэю, кстати, пришло уведомление, что он заработал 9 уровень логики. Вот, он уже достиг 9 уровня логики. И у нас освободился шезлонг, и на него заваливается Джейден. И я, знаете, я еще что думаю? Я думаю, может быть, мне Тео уволить с работы? Потому что, получается, у нас в доме 8 человек, и по-любому нужно постоянно то убираться, то готовить. Еще надо не забывать вот нам за водой ходить и за луком. А без Хианы это сложно. Поэтому у меня вот в мыслях, что, может быть, теперь это будет делать Тео. Боссу нужны 2 истории: скандальная история, над которой Айден должен будет работать в выходные, и простая история, которая позволит ему насладиться заслуженным отдыхом. Какую историю он выберет? Сложную? Конечно, сложную. Нам нужно повышение. Рост продуктивности малый. Ну, прекрасно. Это отлично. И они у меня все упорно работают. И сейчас вот я еще Джея отправлю на работу, и после этого немножко расслаблюсь. И я тут на улице. А почему? Потому что я посмотрела, и сейчас всех, кого знает Алекс, вот девчонки у нас были: Кимми, Хайки, Элли, Мишель. Они все повзрослели. Они почти все повзрослели, поэтому я вот теперь тут стою, их ловлю. Следующее сообщение пришло Джейдену. Джей получает сообщение от правительственных структур. Я это уже читала. Я тут выбираю всегда попросить коллег помочь. Рост продуктивности высокий. Круто. И у меня Алекс, уже как взрослый, оплатил счета, а ему тут испуг прилетел. Хотя землетрясение было еще с утра, представляете? Ой, а вот, кстати, это ваш персонаж. Давайте с ним пообщаемся. Тина, по-моему, ее зовут. Спросим, как дела. А я пока параллельно спешу деньги, чтобы не забыть. И что я еще хотела сказать, что во втором поколении, когда я подселяла ваших персонажей вот этих, я очень мало с ними взаимодействовала, потому что, ну, на самом деле я вообще ни с кем, мне кажется, из соседей не общалась из-за того, что вот у меня попались такие сложные карьеры, вернее, сложные персонажи, да, Джейден и Айден со страхами, и у меня ни на что вообще нету времени, кроме как качать им навыки и как-то вот пробовать их настроить на хороший лад. Но что-то у них не заладился разговор. Ну все, и видите, он сам пошел на коврик. И вот, я дождалась. Я же вам говорила, что у нас Алекс будет краш для девчонок. И вот первая девочка хочет зайти к нам в гости. Она его подружка, они дружат с детства, поэтому заходи к нам, ждем. А мои тут вернулись. Ну что, посмотрим, как повысилась их производительность. Итак, Джей 2,9, а было 2,4. Это отлично даже для Джея. А у Айдена было 2,5, а стало, 2,6, да. Видимо, мне Айдену спорт надо качать, а не Джею. Я не знаю, почему так вообще. Я уже устала бороться с ним. И пытаюсь вблизи показать вам будущих потенциальных невест. Так, я хочу посмотреть, как их зовут. Элия,
Хайя. И у нее фиолетовые глаза. Мне кажется, я знаю, кто ее мама. И вот еще одна девочка Хайки. А вот она, я думаю, вот это как раз мама вот этой девочки с фиолетовыми глазами, потому что у нас такая была только одна в этом городе. Изначально это была девушка, которая приехала вместе с Вивиан. У нее было как раз вот 3 детей, и вот одна из девочек была с фиолетовыми глазами. И это, видимо, уже ее внучка, и тоже с фиолетовыми глазами. Хайки хочет пойти на выпускной с Алексом. Пойдем, Алекс? Ну давай, согласимся, нас же больше никто не приглашал на выпускной. И я хотела показать, насколько в одной семье у нас разные люди, да. Алекс, смотрите, у Алекса хорошие черты характера. Он любит ЗОЖ, он занимается на коврике, и при этом он довольный. А Айден, который привереда, который ЗОЖ не любит, у него еще и ступор. И у него сразу вот здесь вот «Я ненавижу ЗОЖ! Отстаньте от меня!» Поэтому он стоит и мучается, занимается и мучается, бедняжка. И у меня к вам предложение. Так как мы закрыли Оракула, я теперь спокойно могу подселять симов из галереи, ничего не нарушая. Поэтому, если вы хотите сделать персонажей в мир моего апокалипсиса, то, как обычно, размещайте их в галерее с хэштегом ReReMissSims. Единственное, я сразу оговорюсь, что я не обещаю, да, что у нас получится с ними какая-то история. Но в любом случае, если вы хотите, вы можете создать. И если, например, там будет девушка, которая понравится Алексу, то, возможно, она появится в нашей семье, потому что ваши персонажи приезжают с аттестатами. А те, кто родился здесь, они все без аттестатов. Но я, конечно, заставлять его не буду, как вот уж судьба сложится. Поэтому, если хотите, то подробнее требования к персонажам я оставлю в описании под этим видео. И время у нас уже 9 вечера, а Моника так и не повзрослела, хотя она должна вот взрослеть с понедельника на вторник. Тео тут опять готовит рыбку, потому что к вечеру у меня все проголодались. Нужно покормить тех, кто не ходит в школу или кто качает навыки. Ой, вот. Я только про это сказала, и Моника взрослеет. Это ужасно. Мне кажется, у нее выпала ужасная прическа. Я не буду закрывать это окно. Я не хочу такую девочку. Я сейчас заплачу. Дитя острова имеет прочную связь с островами Сулани. Как же так? Пойдемте выбирать жизненную цель. Нам выпадает лама с драмой. Сейчас я ее вот здесь вот найду. Этот персонаж живет ради драмы. Я не пойду смотреть Монику. Все. Апокалипсис закончился. И я сейчас поставлю на паузу, чтобы Тео у нас тут не съел рыбку. И вот. Ну да, я плачу. Я просто не люблю короткие прически. Это, знаете, вот она росла среди парней, видимо, их и подстригали всех по одному шаблону. У всех одинаковые прически, что у мальчиков, что у девочки. Но я не знаю, как я буду за нее играть. Я очень зависима от внешности персонажа. Поэтому я хочу другую прическу. И пока я там плакала, у меня Тео съел всю рыбу. Я же поставила на паузу, чтобы он ее не съел, а потом пошла смотреть Монику и сняла с паузы. И Тео съел всю рыбу. Ни одного кусочка не оставил, представляете? Пойдем еще жарить тогда, Тео. Ты молодец.
Наелся, да? Вкусно было. А мы все. Мы на 10 уровне интеллекта. Давидик все прокачал. И завтра он пойдет в школу. А я нашла, кто будет помогать нам с уборкой и готовкой. Сейчас вот Моника нам тут приберется, и мы пойдем с ней готовить рыбку, потому что им всем не хватило покушать. И вот первая готовка Моники. Мы все за ней наблюдаем, чтобы, если что, вдруг не случился пожар. Но она вроде бы молодец, хорошо справляется. Первая готовка прошла успешно. Моника, спасибо. И мои, наконец-то все уснули. Они поели и пошли спать вот в 3 часу только. Еле их всех уложила. А Джейден наоборот, он проснулся, потому что он после работы своей сразу лег спать, и он уже выспался. И я его посадила писать заявку на грант. Надеюсь, он ее сможет написать. На этом все. До завтра. Среда. И я хочу вам сказать, что я опять не справляюсь. Я единственная вот смогла привести в нормальное состояние Айдена, и то он у меня почему-то не играет. Хиана у меня должна была его нахваливать, чтобы параллельно прокачивать себе обаяние, но что-то пошло у них тут не так. А у Джейдена было много плохих мудлетов, но они вот вдруг почему-то поменялись. Хотя как раз вот плохие мудлеты появились, когда он писал заявку на грант, поэтому я ее отменила, он ее не написал. А тут вот почему-то все поменялось и все изменилось. Но в любом случае заявку на грант мы не написали. Ой, хорошая новость. Моник нравится ЗОЖ. Хоть 3-е поколение меня пока что радует. А то я уже всего боюсь. Любовные послания. Давид достает обед из своего рюкзака, как замечает что-то красное. Это записка в форме сердечка. Ты такой милый. Так, давайте спросим новую девочку. Это точно, эта девочка написала записку. И бормочет. Спасибо, что... Ой, это мило, это очень мило. И уже Джейден у нас идет на работу. И я вам хотела сказать, что у меня Тео делать нечего. Когда была Хиана, она хотя бы еще за малышами следила, а сейчас мы всех накормили, дома все убрали, и все. Нам ему качать, по-моему, уже тоже ничего не надо. О, ЗОЖ! Мы не прокачали ЗОЖ! Вот так нам делать нечего. Пойдем, Тео, скорее мыться и потом на коврик. Что-то я забыла про это. И вот так у нас проходят рабочие часы. Мальчишки у меня на коврике, Моник бьет грушу, а остальные все на работе и в школе. Я аж прям, вот знаете, отдыхаю. Немножко, пару секунд отдыхаю от постоянного контроля за ними. И я вот тут заметила подростка, но не пойму, куда она бежит. Вот она куда бежит? Сразу в нашу комнату с бассейном? А что, так можно? Элия Томпсон хочет пойти на выпускной с Александром в качестве друзей. А мы же уже с кем-то согласились же, да? Ну, неважно, мы с ней тоже пойдем, потому что по факту мы не идем же ни на какой выпускной. Поэтому мы скажем, что да, конечно, но давай просто поблагодарим ее, потому что, мне кажется, это было очень приятно и очень мило, что она к нам сама пришла. Так, а у нас там кто-то вернулся с работы, да? Джей принес нам ступор. Опять мы не сделаем заявку на грант. И у него 3, а было 2,9. Большой прогресс. Так, а что у Айдена? У него было 2,6. Ну и сейчас то же самое.
Видимо, все-таки, чтобы у него хоть как-то было повышение, придется нам писать вот эти вот статьи. Придется пробовать их писать. Так, а у вас тут что? У вас тут что происходит? Я поставила Алексу немножко пофлиртовать. Что, девочка же пришла. Как вам? Как вам она, кстати? Ну все, спортивная девчонка. Хиана тоже вернулась с работы. Ее могли бы повысить, представляете? Если бы не мой косяк, я ей не прокачала обаяние. И вот так у меня заканчивается среда. Все улеглись спать. Мы, видимо, проснемся пораньше в четверг. И вот Джею нужно будет снять ступор. Пытается он у нас, и вроде бы, я думаю, ему хватит сил, поэтому давай, Джей, старайся. До завтра. И мы начинаем четверг вот с такой красивой подсветки. Можно сказать, у нас натуральное отопление в доме. И что? С кого мы начнем? Первым делом я отправила Монику готовить рыбку. Алекс у нас намывается, потому что сегодня планируется ветреная погода, и они мне нужны для рыбалки. И вот идеальная картинка. У меня все ушли на работу, дети в школе, на улице ветреная погода, поэтому остальные ловят рыбку. У них сегодня хороший день, они болтают, смеются, и параллельно Тео учит их рыбалке, и еще с Алексом болтает, не болтает, знаете, такой ведет серьезный разговор, наверное, больше, про то, как быть старшим, на что нужно обращать внимание. Так, Тео у нас там поймал рыбку, я пошла ее перекладывать. И давайте поразглядываем Монику, пока она здесь стоит в более-менее неподвижном состоянии. Так, Тео у меня устал, больше не хочет ловить рыбку. Иди тогда домой, а ребятки еще останутся. И вы знаете, вот если бы была другая прическа, и еще бы, если бы она была рыжая, то тогда, вот, знаете, я хотела такую наследницу Мэй. Вот рыжую с зелеными глазами. Еще одну рыбку поймала. Золотце ты мое. Дети ловят рыбу больше, чем родители. Но в этот раз наследницы Мэй у нас не получилось. У нас получился наследник Александр. И я даже рада, вы знаете, что Алекс наследник, потому что вот если сравнивать с Моникой, то сейчас он мне нравится больше. А я жду, сейчас прибудут наши двое. Я уже вижу, что один со ступором, а другой был в нормальном состоянии, но сейчас уже устал. И я хотела у вас спросить, интересно ли вам смотреть вот каждый день на прогресс ребят? Если нет, напишите, я тогда буду это за кадром проверять. И смотрим Джея. Так, у него было 3. Ну, сколько стало? 3,1, да? Но это уже неплохо. Целая 1/10. Следующий Айден. 2,3, да? А было 2,6. Нас понизили? Ну почему? Почему опять все началось-то? Ведь все же хорошо было-то. Ой, отправила их всех отдохнуть. Так, будем работать дальше. Ой, кто пришел? А кто это? Это единорожка? Это лама? У нас повысили Хиану. Она теперь талисман команды. И завтра ей на работу к 12. И нам нужно ей подкачать обаяние. Но сначала домой. Побежали спать. Нет, не побежим. Она устала. Она очень сильно устала. Физическая работа, знаете ли, физическая работа выматывает.
Моника у меня идет готовить свежую рыбку, которую она поймала. А Алекс, представляете, Алекс чуть не замерз. Они почему-то стали замерзать, хотя вот в предыдущих поколениях еще не было ни одного случая, чтобы кто-то замерзал в оазисе. И Алекс вот здесь, Алекс с новой девушкой, они тут мило общаются. И девушка, вы знаете, очень похожа на ту с фиолетовыми глазами. Но это не она, потому что это с голубыми глазами. А у нее фамилия Томпсон. Она, видимо, ее сестра, потому что та была тоже Томпсон. Алекс, ты же их не перепутал, да? А он спать пошел. Видимо, та другая больше понравилась, раз он пошел просто так спать. И уже ближе к ночи хотела вам показать, я Хиане прокачиваю обаяние. Сейчас было смешно. Рэй такой: мама, папа, фу, что это такое вы делаете? Прям вот такое же была у него реакция. А вообще-то мы прокачиваем Хиане обаяние. И пока я медлю, у них тут появляются мудлеты флирта. Блин, а у меня Тео пошел на работу в самый нужный момент. Вот поэтому его точно нужно будет уволить. Тогда что? Тогда Хиана, наверное, пойдет спать. И Рэя тоже нужно отправить спать, а то вот они у нас только, они одни не спят, все мальчишки у меня уже здесь уснули. И да, вот они вдвоем пошли укладываться. Айден, ты куда? Давай, тебе еще вздремнуть, потом еще раз вздремнуть. У тебя же ступор. Ложись. Нам еще много раз нужно так делать. А я заканчиваю четверг. И пятница. Начинаем пятницу. Джейден уже успел полежать на шезлонге, съел вкусную рыбку, и я посадила его писать заявку на субсидию. Надеюсь, он ее в этот раз напишет. Другая часть у нас здесь снимает ступор, ему еще на коврике 2 часа. Думаю, он сможет это сделать. А Моника тоже занимается йогой. Джей уже стал грустным. Но он хотя бы дописал заявку на грант. Поэтому он сейчас пойдет немного расслабиться. Айден тоже сюда идет расслабиться, чтобы, знаете, хоть чуть-чуть их подготовить к работе. Вот, видите, он сразу стал уверенным. Отличный преподаватель, Айден наставник. Я знаю, он помогал Монике делать домашку. Молодец, кстати, Айден. Айден иногда бывает молодец. И последнее, кем мне нужно позаниматься, это Хиана. Ей нужно поднять обаяние. Поэтому начинаем. Говорим только комплименты и только что-то приятное и милое. И заодно как раз она обсудит с Тео, чтобы он уволился с работы. Потому что раньше она следила за домом, помогала всем с уборкой, с готовкой. А теперь они должны ей помогать, так как у нее карьера тоже очень важная. Если она ее пройдет, то она будет развивать в городе фитнес, и все жители будут заботиться о своем здоровье и станут более сильными. И вот так у меня проходит каждое утро. Я каждую минуту кем-то занимаюсь. И только я подготовила и отправила одних на работу, сразу начинаю заниматься следующими. На очереди у меня те, кто остался дома. И вот здесь Моника и Алекс качают ЗОЖ. Я им теперь всем качаю ЗОЖ на ранней стадии, а Тео ушел спать. Поэтому, как вы видите, день у меня расписан, но вот сейчас подростки покачают ЗОЖ, и я более-менее буду, знаете, поспокойней. Время летит быстро, и вот уже сейчас придут. Вот они. Они все время почему-то по-разному возвращаются с работы, поэтому я не знаю, с какой стороны их ждать. Так, Джейден. Было 3:1. Да. Все очень грустно.
И это мы пошли с написанным грантом и в хорошем настроении. И у нас 3,3, и то это максимум. Так, Айден, было 2,3. Ну, что я могу сказать? Это ПЗДЦ, ничего другого не могу сказать. Я не знаю, как это объяснить. В общем, все, я выбираю новую стратегию. Я в выходные буду качать Айдену ЗОЖ, буду качать спорт, иначе, я думаю, мне с ним не выбраться. В общем, все выходные буду и ему, и Джею прокачивать спорт и ЗОЖ, потому что пока других вариантов я не вижу. Я забыла, что Хианат у нас тоже на работе. Она уже отработала весь день, упорно работала и очень хорошо продвинулась по своей карьере. И сразу после работы она идет спать. Айдена вот я буквально пару минут назад отправила на пробежку, но он не успел и 5 метров отбежать от дома, как ему захотелось развлечений, и он стал грустным. А с Джейденом наоборот. Джей вполне хорошо справляется со спортом, ему даже нравится. И вот так сейчас тогда у меня пройдут выходные. И я тут подумала, у меня суббота и воскресенье почти у всех выходной. И чтобы мне по максимуму прокачать им навыки, я вот думаю, может быть, мне заканчивать тогда съемку в пятницу, а субботу и воскресенье я буду играть за кадром, потому что когда я снимаю, у меня я хуже за ними слежу и хуже контролирую. Но я подумаю еще над этим моментом, посмотрим вот сейчас вот, как я справлюсь в эти выходные. И уже в ночи мои, конечно же, спят. Тео у меня тут заболел, представляете? А Хиана на нем все тренирует обаяние. Сейчас вот еще парочку действий мы сделаем, и они тоже пойдут спать. И Хиана, и Тео. Но предварительно нам нужно уволить Тео с работы, как они и договаривались. А мы увольняемся. И на этом все. Спасибо тебе, Тео. Спасибо, ты молодец. С тобой было легко. И тогда на этом заканчиваем пятницу. Утро субботы у меня начинается рано. 6 утра, а мои все проснулись. Айден у нас плох, Алексу тоже плохо. А Хиана что? Ступор заработала. Хиана, ты сможешь починить? Моника тут жарит уже вторую рыбку, потому что она, как бы это мягко сказать, съела практически всю первую, и я успела только оторвать у нее последний кусочек для Джейдена, и после этого он у нас пошел боксировать, только он почему-то идет обратно. Джей, а что, все, да? Тренировка закончилась? У нас сегодня облачная погода, и я уже 3 отправила на рыбалку. И сейчас тут вот помоется Давидик, и я его тоже отправлю к реке. Тео вот сейчас покушает, и, возможно, он тоже сможет половить нам рыбку. А все остальные остаются дома. Алексу не нравится рыбная ловля. Угу. Ну, ясно, понятно все с тобой. А вообще он уже не ловил рыбу. Почему тебе это не понравилось? Ну иди домой. Не хочешь, как хочешь. Что ж теперь? А Монике звонит жених и приглашает ее на фестиваль романтики. Мы пойти не сможем, но для меня это, как и в первом поколении, это, знаете, это знак, что этому парню очень нравится Моника и что он настроен серьезно. Он мне, кстати, еще изначально понравился по внешности, а теперь он еще и Монику вот пригласил на фестиваль, поэтому прям такой милаш, мне нравится.
Сегодня суббота, никто не работал, кроме Хианы, и мы ее ждем. И ее повысили. У нее так быстро это происходит. Она уже на 4 уровне. Завтра я опять на работу, и нужно попрокачивать обаяние и фитнес. Поэтому Хиана сейчас отправляется, как обычно, спать. Джей идет на пробежку. Продолжаем с ним тоже бегать и качать спорт. А Айден, вы не поверите, ему не нравится ЗОЖ, но он занимается на груше. У него было 3 уровня, и вот он его прокачал до 4, и пока еще это не стало в нелюбимых. Ой, а у меня что, опять? А где? Ее что, уже утащили? Я поздно услышала. У нас Хиану опять утащили. Я успела, знаете, вот только на последние звуки. А что происходит? Почему они активизировались? Они что, вы знаете, они, наверное, хотят, чтобы им люди выносили ребенка, но с нашей семьей у них не получится. Вы не тех берете. У нас 8 человек уже, все. У нас лимит исчерпан. Ну что, вернули? Ты как, Хиана, ты как? Все еще боясь темноты. И представляете, Хиану уже 2 раза похищали. 2 раза. Я думаю, знаешь, пойдем уже с тобой побьем грушу, поколотим ее, чтобы тебе вот этот вот стресс снять. И пока Хиана идет вот к тренажеру, я вспомнила, что через действие тянуться у персонажей очень хорошо качается навык фитнеса, поэтому вы знаете, чем я буду заниматься все выходные. Ой, а у меня, кстати, наступила весна, но я почему-то не могу включить командную строку, чтобы ввести код. Наверное, сейчас мне нужно будет перезагрузить игру. Секундочку. Перезагрузка не потребовалась, командная строка появилась, я уже вставила в нее код. И вот у нас вновь зима. 3 поколения у нас уже живут в вечной зиме. И я уже, наверное, покажу это вам прям в этой серии. Не буду откладывать это на следующую. Но моя комната с бассейном теперь стала тренажерным залом. Сегодня у меня воскресенье, и я прикупила им еще 2 коврика для йоги и 2 груши. Потому что, как я и сказала, я планирую тренировать и Айдена, и Джея. Поэтому мне нужно больше тренажеров. Буду пробовать. И спрошу у вас один вопрос. У меня у Хианы 10 уровень кулинарии, и у нее есть, сейчас я вам покажу, у нее есть такой рецепт. Так, где же он? Вот, жареная рыба. А у меня тут Реймонд взрослеет. Я вот этого ждала, я не выключалась, я ждала, когда повзрослеет Реймонд. И давайте смотрим черту характера. Растяпа, имеют склонность к игривости. И прежде чем выбрать жизненную цель, я хочу вам сказать, что я иногда играю, когда мне очень интересно. Я играю параллельно тому, как монтирую серию. Поэтому сегодня вот утро пятницы, я уже доигрываю следующую сим-неделю. Хотя я еще не доделала предыдущую серию. Поэтому, когда вы мне пишете комментарии с какими-нибудь полезностями, я не всегда их могу применить сразу же в игре, но вот через серию, максимум через серию, я их уже внедряю в жизнь своих персонажей. Это вам на всякий случай, чтобы вы знали, что я не то, что не делаю, да, вот то, что вы мне советуете, просто иногда я уже записала следующую неделю. И давайте выбираем жизненную цель для Рэя. Легенда при жизни. Так, ищем легенду. Хочет задавать новые тенденции, обрести популярность и влиять на жизни других. И сейчас я поставлю на паузу и все-таки спрошу у вас вот про эту вот рыбу, потому что в ней 8 порций.
И кто знает, могу я ее готовить по воскресеньям или все-таки нет? Ну а теперь давайте посмотрим Рэя. Так, тапочки мне уже нравятся. У меня Вивиан в таких приехала, только в желтых. Представляете? Так, а это у него спортивный костюм или пижама? Купальные шорты, какая-то водолазка и шерстяные тапочки. Идеальный, идеальный образ. И вот наш Рэй, кудряш. Давайте тогда на этом прощаться. Но сначала давайте еще взглянем на календарь. Мы его не смотрели на прошлой неделе. А на этой у нас уволился Тео, Хиана получила 3 повышения, а Айден с Джеем ни одного. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте, что можно отправить ваших персонажей в мой город. На этом все. Пока-пока.